Что творили в зале суда бойцы Ку-Клукс-клана, когда им оглашали смертные приговоры? Какие зверства они успели совершить на свободе? Меня зовут Нокс. Я покажу вам самых жестоких и мотивированных преступников Белого Братства, которые не знали пощады даже по отношению к детям. И начну с одного из самых известных расистов Америки. Фрейзер Глен Миллер-младший вошел в историю как одиозный деятель и безжалостный экстремист. Этот человек, бывший лидер так называемой партии белых патриотов, ранее известной как рыцари Каролины Ку-Клукс-клана, прославился не только своими ультраправыми взглядами, но и чудовищными преступлениями, от которых даже у меня перехватывает дух. 13 апреля 2014 года Миллер совершил страшные расстрелы в Оверленд-парке, штат Канзас. Он атаковал еврейский общинный центр и дом престарелых, где убил 3 человек. Перед тем, как начать стрельбу, Миллер спрашивал людей, являются ли они евреями, и если получал утвердительный ответ, открывал огонь в упор. Жесть, да? Как он вообще стал таким человеком? Все началось с брошюры «The Thunderbolt» с расистскими тезисами, которую однажды дал ему отец. После увольнения из армии США в 1979 году за распространение расистской пропаганды Миллер основал рыцарей Каролины Ку-Клукс-клана, которые впоследствии трансформировались в партию белых патриотов. Несмотря на многочисленные обвинения в преступлениях и крайние взгляды, Миллер даже пытался занимать публичные должности, хотя и без особого успеха. И в 2014 году он решил действовать более радикально, заявив о себе всему миру. В день перед стрельбой Миллер, по словам его жены, был в казино и даже звонил ей, говоря, что у него все хорошо. Но менее чем через 3 часа после этого звонка он убил 3 людей, среди которых был 14-летний ребенок. После атаки Миллер был арестован возле начальной школы, крича нацистские лозунги и размахивая оружием. В суде он не выразил сожаления и даже похвастался, что чувствовал во время нападения. 31 августа 2015 года его признали виновным в убийстве и других преступлениях, после чего он был приговорен к смертной казни. Миллер умер в тюрьме в 2021 году от естественных причин, так и не дождавшись исполнения своего приговора. Ужасный человек, но поверьте, это еще цветочки. Знакомьтесь, Эдгар Рэй Киллен, еще один выдающийся член Ку-Клукс-клана, который в 1964 году спланировал убийство 3 человек – Эндрю Гудмана, Майкла Швернера и Джеймса Чейни. Эти 3 активиста борьбы за гражданские права участвовали в так называемом «Лете свободы» того же года в Миссисипи. В тот роковой день они посетили жертв поджога Черной церкви. После визита полицейский Эдгар Рэй, являющийся членом Ку-Клукс-клана, арестовал мужчин под предлогом превышения скорости. Доказательств этому не было, но он просто постарался затянуть время, чтобы предупредить своих подельников, которые дождались, пока волонтеров отпустят. Что было дальше? Преследование, таран машины и расстрел прямо на дороге. Тела мужчин нашли спустя 44 дня, зарытые в плотине. Удивительно, но в то время штат Миссисипи отказался возбуждать уголовное дело против ответственных. Там были достаточно радикальные настроения в обществе, афроамериканцев сильно недолюбливали. Однако в 1967 году политика поменялась, и 18 человек были арестованы. В том числе лидер Ку-Клукс-клана Сэм Бауэрс, шериф и его помощник Эдгар Рэй Киллен. Большинство из них были отправлены в тюрьму, кроме Киллена. Он умудрился избежать наказания. Но не спешите, правосудие все же восторжествовало, хоть и почти 40 лет спустя. Журналист по имени Джерри Митчелл занялся расследованием этого дела. Он нашел новых свидетелей и доказательства причастности Киллена, включая факт, что он спланировал эти убийства. В 2005-м, в возрасте 80 лет, Киллен был вновь арестован. Дело было передано в суд, где он был признан виновным и приговорен к 60 годам тюрьмы, что фактически означало пожизненное заключение. Для того это было даже хуже, чем смертная казнь. Быть немощным стариком в тюрьме даже звучит ужасно. Эдгар Рэй Киллен умер в тюрьме в 2018 году, так и не раскаявшись в своих преступлениях. А вот еще одна порция расистов, но не шибко умных. Шон Берри, Лоуренс Брюер и Джон Кинг в 1998 году лишили жизни Джеймса Берда-младшего. Это произошло в городе Джаспер, штат Техас.
Эти трое мужчин предложили Джеймсу подвезти его, но вместо того, чтобы отвезти его домой, они вывезли его в лес. Там они избили парня и протащили его несколько миль за пикапом «Форд». Кожа и мясо Джеймса были стерты до костей. Мертвого парня просто бросили перед черной церковью, где его нашли на следующее утро. Жуткая картина, даже не могу себе представить такое. На месте убийства не было камер видеонаблюдения или свидетелей. Так как же были пойманы эти злодеи? Все оказалось проще, чем можно подумать. Мужчины не слишком отличались умом. Полиция нашла в районе убийства гаечный ключ с надписью «Берри», очевидно принадлежащий Шону Берри. Также была найдена зажигалка с надписью «Пасум». Это было тюремное прозвище Джона Кинга. Лоуренс Брюер и Джон Кинг были известны как ярые сторонники белого движения, которые участвовали даже в факельных шествиях. У Кинга были татуировки с символикой группы ненависти – конфедеративных рыцарей Америки. Так что полиции даже не пришлось прикладывать особых усилий в поиске подозреваемых. В 2011 году суд признал Шона, Лоуренса и Джона виновными в убийстве Джеймса. Лоуренс Брюер был казнен инъекцией, а в 2019 году та же участь постигла и Джона Кинга. Шон Берри был приговорен к пожизненному заключению, но есть вероятность, что он выйдет на свободу к 2038 году. Идем дальше. Знакомьтесь. Рассел Картье, член расистской тюремной банды, совершил убийство Ларнелла Брюса-младшего, раздавив его на своем джипе. Это произошло у магазина 7-Eleven в Гришеме, штат Орегон, недалеко от Портленда. У парней случился конфликт из расовых оскорблений Картье. Он избил Брюса, а потом просто переехал его голову джипом. На суде прокуроры подчеркнули, что у Картье принадлежал к тюремной расистской банде European Kindred, у него даже были татуировки с их символикой. Прокурор Дэвид Хеннон заявил, что пожизненное заключение было оправданным, поскольку присяжные пришли к выводу, что Картье убил Брюса из-за своих расистских убеждений. Мать жертвы, Кристина Майлз, обратилась к Картье, сказав: «Вы позволили дьяволу сбить вас с пути и отобрали жизнь такой прекрасной молодой души. Могли бы вы объяснить, почему?» Тот лишь зло посмотрел на нее. Несмотря на все доказательства расистских наклонностей Картье, его мать заявила в его защиту, что он никогда не был расистом, упоминая дружбу с семьей, где есть черные и белые. Колин Хант, девушка Картье, признала, что позволила ему использовать свой джип для убийства Брюса. Она признала свою вину в непредумышленном убийстве и была приговорена к 10 годам тюрьмы. Картье был признан виновным по 3 статьям: убийство, неисполнение обязанностей водителя и нарушение закона штата Орегон о преступлениях на почве ненависти. Ему было назначено пожизненное заключение лишь из-за моратория на смертную казнь в этом штате. Хотя тут я не знаю, что будет более лучшим наказанием. Дэниел Льюис Ли, также известный в белых кругах как Дэнни Ли, один из самых узнаваемых и жестоких сторонников Белого Братства. Он половину своей жизни посвятил насилию и террору. Родившийся 31 января 1973 года в Юконе, штат Оклахома, Ли вырос в семье, где он часто сталкивался с пренебрежением и избиениями. В 17 лет он получил 5 лет условно за нападение на человека по имени Джозеф Джой 24 июля 1990 года. Вместе с кузеном Джоном Дэвидом Паттоном они напали на Джозефа, забрали его вещи и избавились от его одежды, выкинув его труп в канаву. Ли признался в ограблении, а его кузен был осужден к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. 2 года спустя Ли и его друг Чиви совершили одно из самых жестоких убийств в истории Арканзаса, убив 3 членов семьи, включая мужа, его жену и их 8-летнюю дочь, в январе 1996 года. Они приехали в дом Уильяма Фредерика Миллера, торговца оружием, замаскировавшись под агентов ФБР. Когда семья вернулась домой, Ли и Чиви их связали. Они пытали 8-летнюю дочь электрошокером, чтобы узнать, где хранятся деньги и оружие, все на глазах родителей. Представляете? В результате они нашли $50 000 наличными и заветное оружие. После этого они еще поигрались с электрошокером и жертвами, а затем надели на их головы пластиковые пакеты, заклеили скотчем и смотрели, как они задыхаются. Тела были брошены в болото Иллинойского залива с привязанными к ним камнями. Мать Нэнси Мюллер, одной из жертв, Арон Бранч Петерсон, выступала против смертной казни Ли.
заявляя, что это не вернет ее дочери и не принесет облегчения. Но суд был непреклонен. 13 июля 2020 года Ли был переведен в федеральную тюрьму Терра, где 14 июля в 8 часов 3 минуты утра ему была сделана смертельная инъекция. А вот вам целый семейный подряд и одна из самых скандальных историй последних лет. Ахмад, молодой чернокожий мужчина, отправился на пробежку в районе Сатила-Шорс, штат Джорджия. Ничего не предвещало беды, но 3 белых мужчин приняли его за вора и начали преследование. Бегун, увидев агрессивных незнакомцев, только прибавил темпа, но дорогу перекрыли 2 машины. В одном находились Трэвис Макмайкл и его отец Грегори Макмайкл, вооруженные ружьями, а в другом – их сосед Уильям Родди Брайан. Трэвис вышел из автомобиля и начал тыкать оружием в бегуна, крича нацистские оскорбления, после чего выстрелил в упор. Все это Брайан записал на свой мобильный телефон. После прибытия полиции округа Глен те просто развели руками. Никаких арестов не было, прокуратура попыталась замять это дело. Полиция среагировала только после того, как видео убийства Ахмада стало вирусным в социальных сетях, что вызвало мировое возмущение и подняло вопросы о расовой дискриминации в США. Джеки Джонсон, бывший окружной прокурор Брансуика, была обвинена в препятствовании деятельности правоохранительных органов и предвзятости. В ноябре 2021 года 3 мужчин были признаны виновными в совершении тяжкого преступления, нападении, незаконном лишении свободы и последующем убийстве. Законы штата не позволяли отправить на казнь даже стрелка. Им были вынесены приговоры к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. В суде мужчины не выразили никаких сожалений или реакций. Когда им зачитывали приговор, они считали, что просто проявили гражданскую бдительность. Жесть, да? А это Джереми Кристиан, самопровозглашенный сторонник Белого Братства, в мае 2017 года стал виновником трагических событий в Портленде. Каких? В яркий весенний день сотни людей сели на поезд Green Line Max, следующий в торговый центр Клакамас. Поездка, которая должна была быть обычной, превратилась в настоящий кошмар. Под воздействием алкоголя Кристиан начал извергать ненавистные речи в адрес 2 чернокожих подростков-девушек, одна из которых была мусульманкой и носила хиджаб. Свидетели сообщали, что Кристиан продолжал кричать угрозы об отрубании голов, и машинист поезда даже угрожал вызвать полицию, если он не прекратит. Пассажиры поезда пытались уговорить Кристиана прекратить, но ситуация быстро ухудшилась. Кристиан выхватил нож и за 11 секунд нанес удары сразу 3 пассажирам, которые его успокаивали. 2 погибли на месте, а 1 был госпитализирован с разрезом шеи. Кристиан попытался сбежать с места преступления, но вскоре был задержан. Трагедия потрясла все сообщество Портленда. Многие задавались вопросом, как такое могло произойти. Один из погибших, Рики Бест, был ветераном армии и сотрудником муниципальной службы Портленда. Его сын, вспоминая слова отца, сказал: «Я не могу стоять в стороне и ничего не делать». Как думаете, убийца раскаялся на суде? Нет, конечно. Во время суда Кристиан начал ругаться и угрожать убить родственника одной из жертв, что привело к его удалению из зала суда. Ему был вынесен смертный приговор, который по законам штата заменили на 2 пожизненных без права на условно-досрочное освобождение и дополнительные 25 лет за другие преступления после признания его виновным по 12 пунктам, включая убийство 1 степени, нападение и преступление на почве ненависти. Сидеть, не пересидеть. Кристиан не проявил раскаяния в своих действиях и даже пытался их оправдать тем, что их было 3, а он 1. Нормально, да? Но если в предыдущих случаях расисты получали действительно строгий приговор, то этот случай вас сильно удивит и возмутит. Гарри Роджерс, президент Вирджинского отделения Ку-Клукс-клана, в 2021 году был приговорен к 5 годам тюрьмы. Украл мороженое в магазине? Нет. За нападение на толпу чернокожих протестующих, собравшихся из-за убийства Джорджа Флойда. Гарри Роджерс въехал на своем грузовике в группу людей, что привело к различным травмам, но, к счастью, никто не погиб. Он признал себя виновным по 3 пунктам обвинения в нападении, 1 пункту по уничтожению имущества и 1 пункту за совершение наезда с бегством с места происшествия. Позже появились видеозаписи с собраний клана, подтверждающие, что его действия были не случайностью, а заранее спланированы. Нормально, да?
Ты пытаешься устроить массовый теракт, но немного не рассчитываешь, и люди выживают. А наказание получаешь, как за кражу в магазине. Разве это нормально? Мне кажется, что это не слишком справедливо и даже опасно для общества в дальнейшем. А что вы думаете про этих преступников и в особенности про последний случай? Кстати, а если вы, в отличие от этих полицейских и суда, умеете делать свою работу качественно, владеете навыками написания сценариев, монтажа или озвучки, то пишите в наш Telegram-бот по ссылке в описании. Будем рады с вами сотрудничать. И спасибо за просмотр.